Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого. Жаклин, которую вы не знали. Джеки – это очаровательная брюнетка, имеющая классические черты лица и изысканность дрезденского фарфора. Она уравновешена, красноречива и умна. Так описал в будущем одну из популярнейших женщин планеты журналист Игорь Кассини после первого появления юной Жаклин Бувье на танцах в эксклюзивном, хоть и провинциальном клубе «Кламбейк». И он даже назвал ее дебютанткой года. Хотя в то время ни он и никто другой не смог бы предвидеть будущий феномен Жаклин, которая, не являясь ни государственным деятелем, как королева Елизавета, ни ученым, как Мария Складовская-Кюри, ни, наконец, знаменитой спортсменкой или киноактрисой, заставила говорить о себе весь мир. Сегодня, по просьбе наших зрителей, мы хотим рассказать о ней, рассказать как о человеке, оставившем след в истории культуры и стиля, человеке, личной трагедии которого в свое время сострадали едва ли не в каждом доме, человеке, которого вот уже много лет незаслуженно поливали и поливают грязью. Итак, мы начинаем. Смотрите прямо сейчас. Ранние годы. Жаклин родилась июльским солнечным днем 1929 года в семье представительницы известного рода из Мэриленда Джанет Ли и преуспевающего биржевого брокера Джона Бувье, потомка французского солдата Андре Бувье, сражавшегося на стороне Джорджа Вашингтона в решающей битве при Октауне. Семья жила в Нью-Йорке, но животные в ее жизни играли роль не меньшую, чем в сельской местности. Так что не случайно Жаклин позволили держать в ванной кролика. А еще у нее был терьер, маленькая, размером с нее собачка. Девочка обожала животных, и случаи жестокого обращения с ними всегда вызывали у нее возмущение. Еще не научившись писать, она диктовала отцу гневные письма-протесты, которые Блэк Джек, как из-за густого загара называли Бувье знакомые, на полном серьезе записывал и рассылал по местным газетам. Невзирая на малолетство автора, часть из них были опубликованы. Ей не исполнилось еще и года, когда мать впервые посадила ее на лошадь, а с 2 лет верховая езда стала необходимой для Джеки, как хлеб и соль. В 5 лет Жаклин уже участвовала в скачках на Лонг-Айленде. С 11 начала получать призы в национальном масштабе. Как отмечали в «Нью-Йорк Таймс», мисс Бувье удалось добиться редкого успеха. Почти не случается, чтобы юный всадник выиграл оба состязания в течение одного и того же шоу. Жаклин каталась на лошадях всю жизнь. И даже став женой президента, немало времени проводила в седле, мужественно перенося многочисленные ушибы и травмы, зачастую подстерегающие всадников в самые неожиданные минуты. Ее личный охранник Клинт Хилл, тот самый агент, который единственный в Далласе во время стрельбы пытался спасти жизнь президенту Кеннеди, вспоминал случай, когда Жаклин перед тем, как залезть в седло, попросила его коллегу подать ей руку. Но агент, огромный детина, решил поступить по-своему. Он подхватил жену президента за талию и попытался забросить ее в седло, при этом не рассчитав ни веса Жаклин, ни собственную, ни дюжинную силу. В результате женщина перелетела лошадь и кувырком упала на землю. Бросившийся к ней на помощь Клинт Хилл был наполовину уверен, что при падении она могла запросто свернуть себе шею, и очень обрадовался, увидав, что Жаклин медленно поднимается. Он ожидал, что вспыхнет большой скандал, но вместо этого услышал только такую фразу. «Мне кажется, мистер Хилл, что вашему коллеге нужны инструкции. Как правильно подавать руку женщине, когда она собирается сесть на лошадь?»
В 1940 году родители Джеки развелись, и мать вскоре повторно вышла замуж за богатого нью-йоркского маклера по фамилии Оченклос. Отчим относился к Жаклин хорошо, но перемены все равно стали настоящим потрясением для девочки. Отныне ее общение с отцом стало дозированным. Они могли быть вместе только по выходным, половину школьных каникул и 6 недель каждого лета. Тем не менее, именно об этих коротких отрезках времени у Жаклин сохранились самые теплые воспоминания на всю жизнь. Особенно ей нравились посещения многочисленных театров и музеев, постепенно формировавшие тот тонкий вкус, который позднее ляжет в основу произведенной Жаклин культурной революции. Поэтому едва ли не каждое возвращение девочки от отца домой, как правило, заканчивалось слезами. Джон Бувье, в свою очередь, души не чаял своей старшей дочери, позволяя ей абсолютно все. Так никогда больше и не женившись, он умер в августе 1957 года, и, как рассказывала его медсестра, его последнее слово звучало «Джеки». Ее манил Париж. Учась в элитарной школе мисс Портер, Жаклин особенно акцентирует, что не собирается становиться домохозяйкой. Ее тяготила жизнь в провинциальном Ньюпорте, где находилось одно из имений отчима. Мне очень нравились приемы и танцы. Но Ньюпорт... Уже в 18 лет я знала, что не хочу на всю жизнь оставаться здесь. И не хотела также выйти замуж ни за одного из молодых мужчин, которые окружали меня с детства. Дело было не в них, а в их образе жизни. Я еще не знала, чего хотела. Я еще колебалась. Не пришлась по вкусу Джеки и оплаченная отцом учеба в престижном колледже в Ассари, где она изучала литературу, искусство и историю религий. Жизнь в колледже была настолько регламентированной, что заставила Жаклин опять почувствовать себя маленькой девочкой. Поэтому, проучившись 2 года, она бросает его ради поездки во Францию. Там, в Париже, мать обратила ее внимание на рекламное объявление о конкурсе, проводившемся тогда журналом Vogue. Конкурсантки должны были описать себя, составить план одного выпуска Vogue, предоставить 4 технических чертежа модной одежды и эссе на 500 слов на тему «Люди, с которыми я хотела бы познакомиться». В своем эссе Жаклин выделила 3: французского поэта XIX века Чарльза Бодлера, английского драматурга Оскара Уайльда и русского балетмейстера Сергея Дягилева. Они происходят из 3 разных стран и специализировались в различных сферах – поэзия, драматургия и балет. Однако, я думаю, в их трудах имеется нечто общее – определенная концепция взаимозависимости искусств. В конкурсе приняли участие 1280 молодых женщин из 225 колледжей. Тем более приятно звучал итог. Жаклин заняла 1-е место. Как победительница ей предложили 6 месяцев поработать в парижском офисе Vogue, но она отказалась. Я чувствовала, что если я еще поживу во Франции, мне придется остаться там навсегда. Я ведь полюбила Париж так сильно. В сущности, она полюбила не только Париж, а и вообще культуру Франции. Годы спустя президент Франции Шарль де Голль будет восхищаться женой американского президента, знавшей французскую историю, как он сказал, лучше самих французов. Кстати, помимо французского языка, Жаклин в совершенстве владела еще итальянским и испанским. Жаклин замужем. Она решила закончить образование в колледже недалеко от дома, в Вашингтонском университете. В 1951 году диплом уже был у нее на руках, и Жаклин принялась искать работу в газете. Ее отчим обратился за помощью к известному журналисту Артуру Кроку из «Нью-Йорк Таймса». Тот попросил своего знакомого редактора газеты «Вашингтон Таймс Геральд» Фрэнка Уолдропа поговорить с девушкой. Едва глянув на Джеки, Уолдроп спросил: «Вы действительно хотите заняться журналистикой? Или просто думаете перекантоваться где-нибудь, пока не выйдете замуж?» «Я хочу сделать карьеру», — сказала Жаклин. «Что ж, если вы говорите серьезно, и я буду серьезен», — сказал Уолдроп. «Вы можете приступить к работе после 1 января. Вам будут платить $48 50 центов в неделю. Только не приходите ко мне через 6 месяцев, чтобы сказать, что вы помолвлены». «Ну что вы, сэр», – клятвенно заверила его Джеки.
Но учтите, там придется много фотографировать, добавил Уолдроп. «О, я с детства умею это», – сказала девушка и со всех ног поспешила к одной из своих подруг. «Покажи, как пользоваться фотоаппаратом». В назначенный день она, пунцовая, робко вошла в кабинет Уолдропа. «Боюсь, что вам не следует нанимать меня. Я обручилась на праздниках». «Ну, это ненадолго», – буркнул в ответ редактор. Уолдроп как в воду глядел. Несколько месяцев спустя обручение было расторгнуто на основании взаимного согласия. Причина внезапного охлаждения Джеки к потенциальному жениху, биржевому брокеру Джону Хастеду, была весомой. В ее жизни появился наконец человек, о котором она мечтала, постоянно жалуясь своим подругам, что в отношении к ней у поклонников совершенно отсутствует романтичность. Эта романтика пришла к ней с молодым болезненным конгрессменом Джоном Кеннеди. Ему было 34 года, но из-за худобы он выглядел совсем юным, благодаря чему с ним постоянно случались казусы. Однажды в студенческом городке полузащитник футбольной команды Фредди Гринлиф во время тренировки заметил идущего вдоль беговой дорожки незнакомого студента и подозвал его к себе показать, как он умеет пользоваться мячом. Незнакомец безропотно принял пару мячей. Потом сделал несколько передач. Затем, тяжело дыша, пробежался вместе со всеми. В это время из раздевалки вышел тренер и, увидав происходящее, спросил у Фредди: «Ну, и как тебе конгрессмен?» «Так он у нас конгрессмен», – развеселился полузащитник. «Первый раз слышу такую кликуху. Пока что слабоват. А на каком он курсе?» Едва не захлебнувшись от смеха, тренер познакомил его с Джоном Кеннеди. Джон, как и Джеки, любил кино, однако на первых порах вдвоем туда они попадали не слишком часто и лишь довольно изредка могли пообедать вместе. Девушка была очень сильно загружена по работе, а ему, в свою очередь, приходилось вести избирательную кампанию за место в Сенате. Тем не менее, даже эти редкие встречи для обоих быстро стали необходимостью. Но Джон критически оценивал свои шансы, его донимала больная спина, из-за чего он вынужден пользоваться был костылями, ощущая себя инвалидом рядом с красивой девушкой. В итоге, опасаясь получить от Жаклин отказ, он не решился говорить с ней о замужестве с глазу на глаз, а выбрал момент, когда она находилась в командировке за рубежом, сделал предложение по телефону. Жаклин это предложение приняла. Перспектива окунуться в чуждый и незнакомый для нее мир политики не испугала ее, как не смутила и 12-летняя разница в возрасте. 12 сентября 1963 года Джон и Жаклин обвенчались. Кадры бракосочетания ретушированы, поэтому на них не видно, что лицо жениха в царапинах. Накануне свадьбы он, играя с братьями, случайно упал в куст роз. Брак объединил, казалось, несовместимое. Большую политику с миром искусства и акварелей, а шумные приемы, банкеты, шоу с уютом дома и продолжительными беседами в узком кругу интеллектуалов. Вот только в спортивных состязаниях новой родни Жаклин, моментально сломав лодыжку, больше никогда уже не участвовал. Трудно было представить себе лучшую жену для него, напишет свекровь Жаклин в мемуарах. Она развела у него интерес к искусству, музыке и поэзии. Особенно поэзии, ее он до этого почти не знал, и он стал наслаждаться ею. Однажды Жаклин даже написала поэму для него через месяц после их свадьбы. Молодожены купили красивый дом и принялись мечтать о большой семье. Но вместо этого началась череда испытаний. Боли в спине становились невыносимыми, и Джону предложили провести операцию, против которой, в свою очередь, возражали его врачи. Шансов на успех, по их словам, было просто ничтожно мало. Один из его друзей стал свидетелем тяжелого разговора Джона с врачом, в конце которого прозвучало: «Да я лучше умру, чем жить буду на костылях». И операция таки состоялась, вернее, две, первая из которых действительно оказалась неудачной. Рана не заживала, у него был ослаблен иммунитет, адреналиновые железы не справлялись, и будущий президент тогда был только на волосок от смерти. Дважды врачи, отчаявшись, собирали в палате членов его семьи и приглашали туда священника. Однако случилось чудо. Он боролся, так скажет впоследствии его отец. Он всегда был бойцом. Да, вопреки всему, Джон начал медленно идти на поправку. Все это время, продолжительностью в 5 месяцев, Жаклин не просто находилась в больнице при нем, но она и ни на минуту не пала духом.
продолжая вести борьбу за здоровье мужа единственным доступным ей способом. Делала все возможное, чтобы в мучительные ночные часы, когда боль не давала ему уснуть, его мозг был занят любой работой. Сначала Джон рисовал, а после его палата была наводнена стопками книг из библиотеки Конгресса. Так, прямо в больничной палате писалась книга «Портреты политического мужества», неожиданно ставшая бестселлером, переведенная на дюжину языков и удостоенная высшей в то время в США литературной премией Пулитцера. В предисловии книги Джон написал, что она была бы невозможной без советов, критики и поддержки моей жены Жакелины, чью помощь, оказанную мне при выздоровлении, я никогда не смогу адекватно вознаградить. Однако жизнь – это бумеранг, и уже в следующем году у Жаклин внезапно случился выкидыш, и сама она теперь оказалась между жизнью и смертью. Джону как бы пришлось возвращать долги. Он 2 недели провел с ней в госпитале. К сожалению, этот эпизод из жизни двоих людей некоторое время спустя получил довольно неприятное продолжение, и чтобы понять его, понадобится короткое отступление. Вот так погибла принцесса Диана, загнанная на смерть постоянно преследовавшими ее журналистами. После аварии они сразу же подбегут, но не для того, чтобы помогать, чтобы фотографировать. Позднее, но не сейчас, мы подробно расскажем и об этой истории. Сенатора Джона Кеннеди тоже пытались кусать при каждом удобном случае. Как-то его секретарь Эвелин Линкольн помогла одному из его избирателей получить бесплатный пропуск на ипподром, даже не ставя в известность об этом шефа. Поэтому сенатор был вдвойне удивлен, прочитав, что он не бедный человек, любит на халяву ходить, на скачки. Его проблемы со слабостью адреналиновых желез выросли до масштабов болезни Эдисона, при которой больной едва держится на ногах от слабости, страдает от сильной потери веса, и на его лице появляется пигментация. Ни одного из этих симптомов у Кеннеди и близко не было, но журналистам-то было плевать на это. Деньги для них не пахнут. Применительно к неродившемуся ребенку Жаклин и Джона, никто и не скрывал, что в самый момент трагедии Джон находился во Франции, а не дома. Он ездил туда к отцу, оставив Жаклин под врачебным присмотром. Что же, казалось бы, могли извлечь из этого папарацци? А вот что. Во-первых, он ездил совсем не к отцу, а развлекаться с любовницами на яхте. Во-вторых, Жаклин тогда думала разводиться с ним. В-третьих, развод не состоялся лишь потому, что ей заплатили за это $1 000 000. Мне приходилось считать, что у Джеки и Джона случались проблемы в браке, прокомментирует слухи мать Джона Кеннеди. Неужели же это может кого-нибудь удивить? Браки заключаются на небесах, но реализуются на земле, объединяя 2 разных людей, 2 индивидуальности. Если бы в браке не возникало проблем, это было бы настоящим чудом. К счастью, последующие роды Жаклин проходили успешно. В ноябре 1957 года она родила девочку Каролину, а в 1960 году сына Джона. Продолжение следует.